Скажи, почему, с твоей точки зрения, так трудно современному человеку остановиться? Такое бегство, вот очень многие люди, которые саму идею духовной практики, молитвы, медитации уже схватили, но говорят, у нас нет времени. Как возможно остановиться и куда бежит современный человек? На мой взгляд, все бегут за счастьем. Потому что у людей есть своя вера, где они найдут счастье. В чем? Вот в этом смысле я считаю, что неверующих людей нету. Все люди верующие. Но каждый верит, что он счастье получит через какой-то процесс, через какого-то человека. Это вера в то, что что-то сделает меня счастливым. И даже люди, так называемые материалисты, они тоже хотят быть счастливыми, они во что-то верят, но в свои идеалы, во всяком случае. Поэтому это даже не вопрос, вот, вера или не вера, это вопрос во что. Во что и насколько та вера, которой я живу, насколько она меня насыщает, насколько она мне дает это чувство счастья. Поэтому люди вот бегут за счастьем. И удивительно, что иногда люди бегут за покоем. И, собственно, само вот выражение «я двигаюсь к покою» — это нонсенс, потому что пока я двигаюсь, нет покоя. Иногда люди просто не вдумываются в суть слов, что движение к покою никогда не кончится покоем. Если ты хочешь покоя, просто остановись сейчас. И в этом опять суть того, что медитация не включает время. Я не могу двигаться к Богу, который вне времени, двигаясь во времени. Мне не может не хватать времени, чтобы жить, чувствовать Бога, потому что Бог не связан с временем. Как раз способность не поглощаться временем, вот это важнее. То есть время, движение – это все часть нашей жизни. И как люди мы вынуждены здесь чем-то заниматься и жить во времени. Но как дух, как сознание, мы можем видеть, как течет время. И если мы не поглощаемся вот этим временным потоком, этим набором событий и переживаний в моей жизни, то я раскрываю, что все это находится в вечности. И в ней разворачивается время. И тогда говорить о том, что мне не хватает времени для медитации, конечно, не хватает. Потому что эти два понятия никак не связаны. Или для молитвы. Потому что молитва – это не вопрос времени. Это вопрос моего чувства вечности, в котором время течет. И если я понимаю молитву, по-настоящему понимаю, то время ничего не может делать с моей молитвой или с моей медитацией. События ничего не могут с этим сделать. И после люди подходят к этому с позиции опять времени, пространства, действия, цель, полагания, движения. Мы привыкли так. То есть как мы привыкли искать цели во внешнем мире, какие-то объекты и людей, мы так пытаемся прийти к вечному, к истине. А этот способ не работает. А мы только его знаем. И поэтому нужны какие-то мастера, какие-то люди, которые указывают, что вы так можете идти много жизней к этому, или очень много времени, и вы никогда не придете. Потому что вопрос не в вашем движении, а вопрос в вашей внимательности. Вот когда наше внимание может заметить то, в чем движется время. Тело спешит, но сознание может быть расслаблено в этом процессе. Я встретился впервые, может быть, со словом «сатсанг». Чем это отличается от обычного тренинга, семинара или просто встречи с мастером? Почему нужен был именно этот термин, что он обозначает? Если говорить, чем это отличается от встречи друзей, мне кажется, это почти не отличается, потому что в любом случае люди, которые вместе молятся, они друзья. Единственное, что встречи друзей бывают тематические. Это как футбольные болельщики, фанаты, или мы театральные любители. То есть наша тема, встреча наша, то, что нас объединяет, это не религия, не Бог, не поиск. И поэтому люди образуют референтные группы, и они близки друг к другу. Но их интерес связан с какими-то внешними факторами. Сатсанг – это дружественность всегда, конечно, люди дружественные. И то, что их объединяет, это глубокая любовь к истине, к Богу, к сути, интерес к себе, к жизни. Но это одно. Если люди объединены в таком аспекте, это называется сангха, община духовная. Если в такой группе есть человек, который пробужден, все-таки сатсанг, тут есть специфика. Это встреча ученика и мастера. Поэтому если я, допустим, взаимодействую с человеком, который не интересуется религией, не интересуется Богом, не интересуется медитацией, то это не сатсанг для меня. Я не проявляюсь в этом контексте как тот, кто помогает человеку в поиске. Это просто может быть общение, может быть даже дружеское общение. Поэтому для такого явления, как сатсанг, необходимо два полюса. На одном полюсе ученик, кто хочет знать. Он кто пока осознает свою позицию как ученик. Он пока не знает, он чувствует, что он во тьме, но он хочет света. И другой полюс – это свет, это тот, кто в свете.
И вот тогда возникает движение сатсанга. Это очень особое слово, и в этом смысле это не лекция, это не передача информации, это скорее это попытка поделиться тем светом, зажечь в другом свет. Как передача пламени, будто говорить, передача пламени. Но чтобы передать пламя, ты должен гореть. И тот, с кем ты взаимодействуешь, он должен быть достаточно, как говорят дзенские мастера, сухой, чтобы он загорелся. Тогда он загорится. Если он не сухой, его просто подсушивают. Но суть-то в этом. А не в том, чтобы человека информировать, дать ему какую-то философскую концепцию, скажем, или научить ему чему-то. Потому что в сатсанге раскрывается то, с чего мы начали, суть и присутствие. А этому нельзя культивировать, это можно просто открыть в себе. Это уже есть. Вот в этом разница между обучением чему-то и когда я помогаю вниманию человека увидеть, что это уже присутствует. Просто этого не замечать. То есть ты показываешь человеку, что это уже в нем есть, просто он как будто бы не в контакте с этим, не находится во взаимодействии с этим. И поэтому он едет куда-то в какое-то внешнее пространство, к мастеру, там, к учителю, к старцу в христианской традиции, чтобы тот ему дал этого. А задача помочь раскрыть этому. Да, то есть любой мастер, он, конечно, возвращает человека к себе. Вот это кольцо внимания, что ученик, он внимателен ко мне. Но если я не использую его внимание для стяжательства, то я должен ему вернуть его, потому что ему нужно. И сначала он видит что-то во мне, если он едет ко мне как мастер, он видит что-то во мне. Но я стараюсь показать его внимание, что то, что он видит во мне, есть и в нем. И поэтому есть 3 шага такие. Когда ученик сначала видит Бога в мастере, второй шаг, он видит Бога в себе, открывает тоже измерение. И третий шаг, когда он начинает видеть Бога в каждом живом существе. То есть его внимание остается настолько тонким, что он может через призму, даже эгоцентризма, призму каких-то качеств человека, он увидит этот цвет в нем. Но сначала в мастере легче, потому что мастер он ярче горит. Скажи, что мешает человеку пробудиться? Вот ты назвал это мокростью, еще не сухостью, да? Что мешает человеку войти в контакт с этой глубиной, увидеть его, почувствовать? Раз люди ищут все-таки мастера, это означает, что они этого в себе еще не видят. То есть им как будто бы нужно какой-то огонек или движение извне. Ну да, и это их честность, потому что если я сам чувствую, что мне моего потенциала не хватает, я, конечно, буду искать помощи. Это некоторая зрелость понять, что я сам не справляюсь. И я много лет искал помощи людей, которые... Потому что я чувствовал, что я делаю все, что я могу, и у меня не получается. Не до конца получается. И поэтому, собственно, вот этот поиск мастера, поиск внешнего фактора, который усилит мою практику, не сделает за меня все, а поможет мне, он, в общем-то, очень естественный. Я читал и слышал у тебя, и у христианских мистиков, что вот этот процесс глубинной трансформации, он сопряжен с таким достаточно сложным переживанием. Хуан де ла Крус называет это темной ночью души. Старец Силуан переживал эти моменты терзания, богооставленности и так далее. И многие люди, начитавшись, они говорят, в принципе, мы номинально являемся верующими, но идти в эти глубины, чтобы испытывать вот это. Я слышал, у тебя был очень глубокий такой опыт переплавки и трансформации, достаточно болезненный. Почему стоит туда идти? Я бы так сказал, что в каких-то людях жизнь не оставляет им выбора. Вот это ощущение человека, что я могу пойти, могу не пойти, оно вообще, по сути, иллюзорно. Потому что не он живет, жизнь через него живет, Бог через него живет. И эта вот идея, что я здесь что-то решаю, она сам по себе уже является тонкой формой иллюзии. Но просто в моем случае вот эта интенсивность, скажем, зова, она мне выбора не оставила. Мне, как вот какой-то личности, уму. У меня была настолько сильная устремленность, что никогда не ставил вопрос это бросить. Как бы плохо мне не было. То есть никогда. Иногда мог стать вопрос, как выжить в этом процессе, другой вопрос. Но бросить нет. То есть как будто это происходит с тобой, и ты с этим не можешь поделать ничего. Вот с этим процессом трансформации. С процессом, да, и с вот этой тягой
тягой, магнетизмом вот этого запредельного. Ты говоришь зов и тяга, но ты не называешь референтный индекс, как бы лингвисты сказали, зов кого или чего, тяга к кому или к чему. Да. Ну, тут мы уже входим в такую лингвистику, в язык. И вот это тут тоже очень много интересного возникает. Потому что, по сути, мы пытаемся говорить о единстве жизни, о том, что есть только единая жизнь, которая живет через форму множественности. А используем язык множественности живых существ. То есть язык мы создавали, как будто бы есть много живых существ, которые автономны. И мы на этом языке, созданном в таком контексте, пытаемся говорить о том, что живых существ нет. Языком, созданным живыми существами. Поэтому, собственно, когда мы говорим о зове, том зове, который возникает, это просто жизнь, которая пытается вспомнить саму себя, которая забыла себя, это свое первичное качество. То есть я вообще как вот эту ситуацию, ну, если с сегодняшнего дня смотреть, что тут есть просто жизнь, и она представлена в 3 ипостасях. То есть ипостась невежества. Это когда жизнь полностью забыла свою суть и свое присутствие и верит, что она какой-то фрагмент самой себя, ну, тело там, или какой-то набор паттерн мыслей, эмоций. И верит настолько глубоко, что даже в этом не сомневается. То есть даже поэтому поиска не возникает. Потому что я уже знаю, кто я. Вторая ипостась жизни – это когда возникает сомнение, действительно ли то, как я себя знаю, это правда, или нечто другое. Но это где возникает? В самой жизни, то есть в самом сознании. То есть сознание перестает спать так глубоко. И третья ипостась – это ипостась сознания, которая знает себя, но знает себя в истинной сути, а не в ложной самоидентификации. И здесь представлены, собственно, вот эти 3 паттерна сознания. Это одно единое сознание в этих 3 паттернах. Поэтому, когда я говорю о зове, то есть в какой-то момент я жил, и я не задумывался, кто я. Я просто знал, кто я. Мне объяснили, я знал. Я был в первой ипостаси. Потом вот возник вот этот зов, поиск. То есть моя картина мира, она оказалась, ну, как бы пошатнувшейся. Ты сам поставил ее под вопрос или так сложились, так жизнь стала складываться, что ты понимаешь, что та картина, которая есть, не является полным описанием? Ну, тут было 2 фактора, наверное. Первый фактор, я очень, ну, как бы болезненно переживал какую-то конфликтность и необусловленность жизни, то, что я видел вокруг себя. То есть это, ну, можно сказать, кризис, да, психологический кризис, конфликт, страдания. И для меня это всегда было очень остро. Я как бы не мог закрыть глаза на какие-то вещи. Просто, ну, может, и хотел бы, но не мог. И вот эта вот энергия, интенсивность этого, она, ну, заставляла меня искать, да почему. И второе, у меня был определенный опыт, это, ну, можно сказать, как грейс, может, милость, да, то есть жизнь мне показала определенные измерения, которые в картину, которую мне дало общество, вообще не укладывались. То есть мне показали миры, пространство, переживания. Вот, кстати, тогда я впервые столкнулся с таким явлением, как, ну, как я это для себя тогда понял и сейчас понимаю. Это то, что называют Христовой любовью. Что какая-то сила, измерение, оно вошло в сердце, в грудь. И я был потрясен, потому что я совершенно очевидно понимал, что это как-то связано с Христом, хотя я в то время был достаточно материалистически. И я понимал, что я никогда в своей жизни не знал, что такое любовь. Потому что вот только сейчас я... То есть, когда она открылась, я понял, что то, что я назвал любовью, это просто что-то совсем не то было. И вот такие опыты такого плана очень сильные, когда я терял восприятие вот этой физической реальности и переживал другие измерения, других живых, ну, другие пространства. Настолько ярко, я там чувствовал себя живым, абсолютно живым. То есть назвать это сном было невозможно, потому что когда я из них выходил, то мне вот это сном казалось. То есть мне вот здесь казалось... То есть это происходило в бодрствующем состоянии? Мы обычно бодрствующим состоянием называем вот это вот восприятие этой реальности. Это, скорее, измененное состояние сознания. Но я там бодрствовал абсолютно, гораздо больше, чем большинство людей вот здесь бодрствует. И для меня это было настолько очевидно. То есть я понял, что с чем-то столкнулся, с каким-то феноменом в сознании, в жизни, который я не могу объяснить, ну, исходя из той базы, которую мне дали. И это, естественно, вот, подорвало всю устоявшуюся парадигму жизни. И это сделало меня ищущим. То есть до этого я искал, ну, потому что страдал, но к этому еще добавилась вот эта ломка, ну, как бы, картины мира. И потом, вот 17 лет, я просто пытался выяснить, а в чем здесь вообще дело, кто я среди всего этого опыта и что есть жизнь.
В этот момент это пришло самопроизвольно, как началось, то есть это не заказывал все это. Пришло к какому-то завершению, очень глубокому, конечному, которое можно назвать покоем, можно назвать свободой, можно назвать тишиной. Очень настолько глубокому, что вот тот поиск, который начался, он также закончился. Но он закончился не потому, что я это бросил, это просто закончилось. И вместе с этим поиском закончился тот я, с которого он начался. И то, что осталось, вот это можно назвать невыразимостью, сутью, присутствием, как я. А вот это как бы матрица тела, психики, мысли, это тоже осталось. Но вот вера, как гипноз, потеря себя вот в этом, он кончился просто. Это присутствует, но оно не имеет силы гипнотизировать.